Всем привет, друзья-боксерчики! Мы продолжаем тему боксерских тезисов, которые помогают и укрепляют в подготовке к бою. Следующий тезис – ничего не бойтесь. Потому что вот это вот состояние, когда вы начинаете бояться, вы лишаете себя особого богатства. Смелый человек, мужественный человек всегда подпитывается новыми интересными идеями. И за все то, что он берется, не боится. Потому что прелесть этого богатства, она украшает мужчину. Еще раз повторю, слабые никому не нужны. Вы должны быть сильные, вы должны быть богатые боксеры. 3 уровня богатств для боксера. Первое – это золото. Золото – это вмененные атрибуты и характеристики от самого Бога. Это способность и уникальность в каждом человеке есть. У каждого есть от Бога золото. Это лучшие его качества, это лучшие его таланты. У кого-то голос, у кого-то способность к рисованию, у кого-то к пению, у кого-то есть навыки и стереотипы бойца. То есть это повышенное внимание, более серьезный и глубокий подход к жизни, потому что в жизни одной из самых главных мотиваций для мужчин – это выжить. Это вот как раз та форма, которая без золота невозможна. Развивая свое золото, приумножая это золото, то есть таланту нельзя застаиваться, таланту нельзя вообще стоять на месте. Потому что все то, что с ним произойдет, скорее всего, он просто сгорит, перегорит. И очень много таких трагичных случаев из-за того, что люди упускают свое золото, те способности, которые даны от самого Бога. Второе – это серебро. Это искупленное время. Это то время, которое вы потратили на образование. Это то время, когда вы, страдая, учились, когда вы находили решения из таких ситуаций, из которых нет выхода. Серебро драгоценно тем, что любое время, проведенное в спортзале, в любом случае поможет вам осознать, что значит не бояться, не уходить от этого, а наоборот использовать страх в помощь. Третье – это драгоценные камни, это члены порознь, скрепленные вместе, это работа коллектива. Вот вы знаете, у меня случай был в жизни. Один из моих друзей, геолог, решил похвастаться и показал мне целый стакан природных алмазов. То есть алмаз – это очень твердый минерал. И вот в природе, когда они находятся, они, там один из сотни, прозрачный, все остальные, как стекла на помойке насобирал, вот так вот высыпал. И я поначалу даже подумал, что это шутка, что это такое тут стекло. Но однако он взял алмаз и разрезал стакан. То есть это очень сильно напоминает картину. Вот мальчишки приходят в зал, они все подобны вот этим вот природным алмазам. Такие твердые, бывают просто, никак ты его не обработаешь, никак ты его не отшлифуешь. А коллектив, он делает это. Люди трутся друг об друга, годами трутся, друг у друга подсматривая лучшие качества, смелость, выносливость, умение не сдаваться, несмотря ни на что. И все это можно подсмотреть. Потому что когда, понятное дело, приходят и боятся, думают, что бокс убьет их. В моем случае бокс дает жизнь. То есть он дает столько много вещей, которые можно подсмотреть только в коллективе. Понятное дело, есть индивидуальные программы, где уже оттачиваются навыки до совершенства. Но все первичные формы закладываются коллективом, закладываются людьми, друзьями, товарищами, которые рядом с вами, которые, безусловно, помогают вам. И от этой помощи есть результат.
золото, серебро и драгоценные камни – это то, что выставляется на показ в самом-самом финале. И если вы видели когда-нибудь настоящий ограненный алмаз, бриллиант, сколько света в нем, сколько игры, сколько вот этой красоты, через 3-5 лет мальчишки, которые были неограненные, вдруг приобретают такие формы, что ими просто любуешься. Я иногда в зал прихожу и в блеске вот этих вот бриллиантов, красавцев, которые не сдались, которые, несмотря ни на что, вот этот пыл, вот эту вот любовь к виду своему спорта до конца сохранили. И с такими можно идти в любую разведку. Поэтому, парни, не бойтесь, не смущайтесь, ищите, находите, работайте над собой. У вас обязательно есть золото. У вас есть время, чтобы искупить это, чтобы ваши лучшие стороны были отшлифованы. Не хороните свои таланты. Большинство парней, которые приходят, пытаются изменить свою жизнь, в итоге начинают обжигаться от, просто маленькие, незначительные какие-то вещи. Сохранить надо силу свою, несмотря ни на что. Сила, она сама по себе нейтральна, она никому не принадлежит. Это просто особый путь, который вы проходите. Сила есть и в скорости, и в выносливости. И это тот атрибут, который украшает мужчину. Быть сильным в том числе, это значит не бояться. Благодаря вашим качествам вам легче будет настраивать свой прицел на конкретный бой, на тренировки, на какие-то серии тренировок, которые вас улучшают. Поэтому умение дорожить, умение беречь свои богатства, они во многом зависят от той степени, насколько вы сами хотите сохранить это. Все зависит от вас. Еще раз повторю, в ринге бьетесь вы один. И поэтому, если у вас не будет вот этого золота, не будет серебра, не будет драгоценных камней, вам гораздо тяжелее будет воспринимать действительность. Поэтому не бойтесь, не печальтесь, не беспокойтесь. Идите всегда прямым путем. Там правда и борьба, и слава, и бессмертие.